С какой игрой у вас ассоциируются гонки? Лично у меня это легендарная серия игр NFS. Ты готов? Я постараюсь разблокировать твои воспоминания. Заводи. Послушай. Не подведи.
Сегодня у нас собрался весь цвет стритрейсинга. Да, о чем я и говорил. Райл умер в моей проблемы с законом. Он наконец решил выйти из сумрака, вы все поняли, о чем я. Он шпарит так, будто у него на хвосте висит дюжина копий, там свое дело знает. Привет, ты на канале Фармилов. Иди заварить себе чай, и я начинаю. Need for Speed Underground – легенда аркадных гонок, которая навсегда запомнилась всем игрокам. Анонс игры произошел в апреле 2003-го, свой свет NFS Underground увидела уже в ноябре того же года. На сегодняшний день игре уже почти 22 года. Начиная с момента старта продаж, игра стала бестселлером и оставалась в топе, как самая продаваемая игра серии NFS до 2006 года. NFS была доступна на всех игровых платформах, таких как PlayStation, Xbox и ПК. По моему мнению, в свое время, начиная с 2003 по 2005 год, игра была прорывной в плане геймплея, физики и музыкального сопровождения. Она же дала старт и направление для последующих легендарных частей. Последней частью NFS Underground является ее сиквел NFS Underground 2, который вышел в 2004. Захотев поиграть в NFS Underground в 2025 году, вы можете столкнуться с теми же трудностями, что и я. Так как у меня где-то лежала PS2, я подумал поиграть на ней, но потом понял, PS2 у меня-то есть, а у диска с игрой нет. Покупать диск или прошивать PS я не стал этим заниматься. Вернулся к изначальному варианту на ПК, благо у меня есть USB джойстик. Играть можно на пенсионной клавиатуре, но ощущения от игры будут совсем не те. Осталось найти и скачать сборку. Поскольку игры в Steam нету, пришлось прибегнуть к зеленой стороне. После того, как игра установилась, я включил запись и запустил игру. Заметил, что соотношение сторон в игре 4 к 3, подумал, не проблема. В свободном доступе есть фикс, который позволит изменять разрешение, выставить соотношение сторон и снять лок FPS. У меня установлена Windows 10 22H2, и на ней у вас не будут работать любые фиксы. Их я перепробовал много. Та же проблема не только у меня. На форумах последнее сообщение, что датируется 2016-2017, многие жалуются, что фиксы не работают. Игра просто не запускается. К сожалению, не получилось запустить игру в соотношении сторон 16:9. Лишь раз у меня игра запустилась в 1280 на 720p, но HUD в гонках был сломан. На форумах советовали использовать версию на английском, но найти ее мне не удалось. Если у вас есть старенький ноутбук или ПК на Windows 7, вам удастся запустить игру в 16:9. Запустив игру, сразу услышал те легендарные и запоминающиеся саундтреки. Далее настройки игры выставил максимально возможное разрешение 1280 на 1024 и максимальные настройки графики, отключив только размытие огней, эффект гала и эффект скорости. Первое авто в карьере выбрал Honda Civic и на нем же проходил игру. Напиши в комментариях, какую ты выбрал первую машину. И еще, мне одному кажется, что они похожи. Кто я? Кто я? Кто я? Кто? А мне что-то не смешно. Прокачивал авто только когда это требовала сама игра. Конечно, не обошлось и без внешнего тюнинга. Предупреждаю, в NFS это не колхоз, а гоночный стиль. Даже и забыл, насколько был продвинутый интеллект у ботов. В NFS Underground мне тяжело давался дрифт. Будучи маленьким, играя не вдавался в детали, но сейчас меня смущает дрифт на переднеприводном Honda Civic.
И каков итог, мое мнение? Для меня последняя легендарная серия NFS закончилась на NFS Pro Street 2007 года. NFS Underground — приятное начало серии NFS, но она закончилась на Most Wanted. Историю завершили Carbon и Pro Street. Игра с отличной физикой, красивым и новым визуалом на 2003 год, будучи прорывной в то время. А ты как считаешь, пиши в комментариях. Игру полностью пройду на стриме. А я не прощаюсь, увидимся в следующем видео.